Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете прямые эфиры на канале и, конечно, встречаете новых гостей. Прямо сейчас со мной на связи Семен Уралов. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую. Друзья, всем большое спасибо за то, что приходите, лайкаете, конечно, оставляйте свои вопросы. В принципе, формат прямого эфира, он исключительно заточен под вас и для вас. Что имеется в виду? Мы с вас, конечно, шибко много не спросим, но вопрос трансляции в чате зададим. Вы проголосуйте, мы в конце подведем итоги. Конечно, 100% мы всем предлагаем оставить вопросы заблаговременно, ну и также в чате трансляции пообщаться, это уже в самом конце. QR-код, который видите на экране, возможность, ну, он там то работает, то не работает, это все такие, знаете, ресурсы, но если есть такая возможность, то прям вот по ходу эфира можете чего-то писать, чего хотите, прям на экран. Ну, а так, конечно, пройдемся по вопросам и, естественно, пообщаемся с вами, уважаемые зрители. Начать я предлагаю наш сегодняшний эфир с вот такого опроса. Состоится ли встреча в Будапеште? Вот такие варианты специфические. Нет, ее сорвет ЕС, уже почти сорвал. Да, Трампу она нужна. Да, Путину она нужна. Нет, время не пришло. ЛБС, то бишь линия боевого соприкосновения, еще пока не та. Вот такие 4 варианта. Выбирайте, пожалуйста, среди них. Можете свои писать в комментарии. Я с этого хочу начать, потому что высокопоставленный чиновник из Белого дома вот буквально перед нашим эфиром уже вышел и сказал, что отлично поговорили Рубио и Лавров. Они созвонились, все хорошо. Там даже намечалась встреча на 30 число в Будапеште Лаврова и Рубио, подготовительная к встрече Путина и Трампа. Но пока эта встреча не состоится, ну, потому что время не пришло, это вот так, как бы вот так сформулировал американский чиновник. Вообще какие-то танцы вокруг этого Будапешта, как вы их охарактеризуете? С чем они связаны? Они связаны с тем, что мир уже прикормили постоянным ожиданием чего-то. И когда уже загнали процесс, ну это же как режим бесконечной предвыборной кампании. То есть тебе постоянно нужно какие-то информповоды производить. А у Трампа, я напоминаю, у него же есть два контура, в котором он действует. Контур всемирный, где он играет, ну, во что? Ну, еще одного президента исторического масштаба. Мы привязывались там к Нобелевке, но это же оно не главное. Тут важно, так сказать, войдет он в ряды исторических личностей или не войдет. И поэтому он, как человек, продукт всей вот этой вот медиаполитики, шоу-политики, мы же не должны никогда не забывать, что у каждого политика в анамнезе. Ну, или как на нашем сленге, да, принимать таблетку для памяти. То есть, Дональд Трамп как явление, то есть, мы же его сейчас рассматриваем как культурное явление, да, это явление всемирного масштаба, которое сопровождало нас всех, ну, нас в меньшей степени, да, ну, начиная в мультиках, в фильмах, да, «Один дома». То есть, это, в общем-то, уже символ вот того, что он вошел в историю. Но теперь осталось, чтобы это признали. И поэтому он, завершив год назад свою избирательную кампанию внутри, ее продолжил во всемирном масштабе. И поэтому Трамп это кандидат, вечный кандидат. Ну и как все любые кандидаты, я тут рекомендую посмотреть. И тут и наши хорошо подходят шедевры вроде там «Дня выборов» или «Домашнего ареста». Там, кстати, много иноагентов задействовано, ну не суть. Фильмы-то хорошие. И вот они, собственно, что показывают? Ну, это любой политтехнолог знает, да, что кандидат всегда в истерике. Ну, на то и кандидат. Вот. И поэтому то, как себя ведет Трамп вот на международной арене, ему постоянно нужны события. Причем события масштаба, ну, как бы мирового. А это же, как и любая, в общем-то, мания шоу-политики, она тоже надо постоянно планку повышать. Ну и, соответственно, давайте перенесемся на внутренний контур. Потому что никто же с него не снимал, что он все-таки глава государства непосредственно США. Посмотрим, какие там проходят протесты. Да? То есть, как отмобилизовали его оппоненты против него значительную часть народа. И тут уже фекалиями из нарисованного самолетика можно, конечно, раскидываться.
Ну, это приятная история, да? Но ситуацию на земле, то, что называется, не изменишь. И, конечно же, Трампу, как человеку, которому уже не очень интересно то, что там происходит на земле, ему, вот помните, как мэра Киева называли? Космонавтом, да? Ну, Мгм. вот Трамп это у нас летчик-истребитель. Вот он уже где-то далеко улетел, и его теперь можно, ну, топить ему топливо нужно что? Только подбрасывать яркие события. Ему будет достаточно. То есть, в этом смысле Трамп находится, знаете, в какой ситуации похожей? В которой находился Горбачев после где-то года 87-го, 8-го, когда он уже отдал, ну, вожжи управления внутренней политикой, и там уже все посыпалось. Там вчерашние соратники против него, а он наяривал то, что называется на внешнеполитическом треке. И такие переговоры проведет, и сякие переговоры переведет, и чего там только не было. Поэтому это, ну, такая стандартная достаточно история, когда у правителя плохо идут дела на внутренних делах, либо он не хочет ими интересоваться. В отечественной истории тоже была похожая проблема. Это с Александром Первым. Ну, как историки описывают. После победы над Наполеоном, ну, это же было тогда всемирное зло, вот, и, в общем-то, Россия была круче всех, да? И он, в общем-то, начал бесконечных играть вот эти вот конгрессы, которые проходили. То есть, он как, значит, победитель. И, по большому счету, после вот этих конгрессов Россию-то и запутали системой непонятных обязательств, которая потом обернулась Крымской войной, когда бывшие союзники, которых спасали, в том числе австрийцы, которых, ну, от них бы вообще ничего не осталось бы, если не помощь России, они, в общем-то, подло ударили в спину. Ну, не ударили в спину, начали маневры и так далее. Я рекомендую очень интересную работу нашего историка Тарли Евгения. Она как раз этому посвящена, как происходит, когда мы самооблучаемся. Крымская война как раз называется. Но у него есть и нашествие Наполеона на Россию. И там, в общем-то, как раз показываются, как правители, когда улетают в космос, вот именно потому, что не хотят заниматься внутренними проблемами. Поэтому я думаю, что если вот так вот ставить уже диагноз по ситуации с Трампом и зачем ему нужен Будапешт, он ему нужен для того, чтобы подальше, так сказать, на своем ковре-самолете улететь от внутренних проблем. А их там у него действительно, как мы видим, хватает. Семен Сергеевич, тут такой момент. Значит, выходит Зеленский, вот буквально. Мы сейчас в прямом эфире, друзья, спасибо, что уже присоединяетесь, ставите лайк, 19:07 у нас на часах. Выходит Зеленский с таким достаточно ранним, как для себя, вечерним обращением, записанным, как всегда, на телефон, в формате шел, проходил мимо герба, ой, какой красивый герб, давай стану, и вот так вот себя сниму, и запишу как раз украинцам о том, как день прошел. Он выходит и говорит опять о том, что Украина за мир. Украина готова к переговорам срочным по линии боевого соприкосновения. Значит, мы провели встречу с президентом США, США, и мы договорились, что именно так попытаемся организовать диалог на существующей линии. И именно таков был сигнал Трампа и его команде. Это было публично, линия фронта может стать началом дипломатии. А Россия как бы соскакивает с этого предложения, соскакивает с дипломатии, и он усматривает связь, мол, как только заговорили о томагавках, Россия тут как тут. А потом, когда томагавки отдалились, в общем-то, и дипломатия не нужна. Смотрите, какая подлая Россия. Ну ничего, говорит Зеленский, у нас на этой неделе будет какое-то обалденное соглашение, которое станет там частью этих наших гарантий безопасности украинских. Какое скажет пока не может, скажет позже, но обязательно будет. И вообще всю неделю у нас и сегодня было общее заявление по поводу линии боевого соприкосновения европейских лидеров. Короче, всю неделю Украина бомбит Европу, и Европа напоминает вот этих всех лидеров, которые, помните, после Аляски приехали к Трампу. Ну вот все поддержать массовкой, группой поддержки Зеленского. Вот сейчас это вот тоже проистекает. Какое еще соглашение может прям
стать частью гарантии безопасности, которых дали 28 стран, что к чему, оружие, не оружие. В общем, странная какая-то история. Все, конечно, поглядывают в сторону активов российских, но это как бы отдельно можем обсудить, если интересно. Тут другой момент. Так то, что Украина хочет закончить по линии боевого соприкосновения, почему не является де-факто на этом этапе войны победой России? Ну все, победили. Смотрите, кричит о том, что все, давай заканчивать. Это же четкий сигнал. Почему так не воспринимается Кремлем? И почему они соскакивают с этого? У вас такой тезис, много пластов у него несколько, поэтому давайте будем как геологи, да, вскрывать по пластам. Первое, по поводу, значит, остановки боевых действий. Это нужно называть так. Знаете ли, либо кордони 91-го року, або ні. Потому что сейчас все движется по логике кордоны 91-го року, только в другую сторону. Вот и все. Сначала поэтому будет логика кордоны 39-го року. Но сейчас мы находимся на периоде кордоны 1654 года. Потом будут кордоны 1939 и закончится все кордонами 91 года. Почему? Почему это будет? Потому что не надо было спрыгивать в феврале 22 года с переговоров, которые предлагали. Вот именно тогда те переговоры, которые предлагали, это и была возможность остановиться по линии того самого боевого соприкосновения. Потому что речь даже тогда не шла, я напомню, о Херсонской и Запорожской области. Да? Не шла же речь об этом, правильно? Не шла. Поэтому это была точка, после которой без добровольного остановки, в общем-то, огня со стороны Киева в Москве, все будет это воспринято как новые Минские соглашения. А новые Минские соглашения, я напомню, об этом все их участники кукарекали, еще начиная с 22 года, о том, что это был такой хитрый план для того, чтобы связать руки Москве. Так же было. Даже Меркель, которая карьеру сделала, в общем-то, на этом, она тоже об этом говорила. Поэтому никто на формат новых Минских соглашений не пойдет. Я Почему? объясню почему. Да. Объясню почему. Потому что в феврале 22 года была совершена стратегическая ошибка властями. Историческая ошибка. Они-то понятно. Они это сделали для биореактора. Они превратили потенциально межгосударственный конфликт. Потому что я напомню, что на этапе СВО 1.0 конфликт был между профессиональными армиями России и тогда еще даже не отдельно существовали так называемый Донецкий и Луганский корпус. Они даже не были в составе армии России. Да? С профессиональной армией Украины или армией АТО. Я ее так описываю. То есть армия, которая мутировала из того, что была бывшая советская армия, какая-то непонятная украинская армия, которая, мы помним, отличалась, как и самолеты сбивали, и в Броварах дом. То есть армия украинская была очень-очень, она была постсоветская, но она совершенно была разложившаяся. И армия АТО, которая состояла, с одной стороны, там был некий костяк националистический, который рассматривал это все именно как полигон и подготовку к будущей войне. И значительная часть той самой армии АТО, она состояла просто из людей, которые прошли через то самое АТО. Призывали на контракт, еще что-то, еще что-то. И вот если бы конфликт остался на том уровне, конфликт двух профессиональных армий, поверьте, она бы уже давным-давно бы закончилась. Но именно киевский режим, то, что называется, решил превратить это в войну народную. А что такое народная война? Это первый шаг к войне гражданской. Объясню почему. Потому что такое гражданская война? Гражданская война – это когда оружие в руки берет гражданский. То есть не человек профессиональный, которому к этому готовят. Да, это масса, ты же проходишь через процедуру присяги, воинского долга, и всего остального. Да? А тут человеку дает, так сказать, ружье и говорят вперед. И, в общем-то, сейчас мы имеем дело не только в конфликте на фронтах конкретных.
на самой пост-Украине образуется непонятных размеров вооруженная масса людей. Вот вы же сами обсуждаете и с гостями, сколько ушло людей в тот самый СЗЧ, да? Но это же люди, которые с оружием и где-то находятся. Какие нам доходят слухи из деревень и сел Украины, да, что мужики, которые в СЗЧ сидят дома, их прикрывают там родные и близкие, но это все равно вооруженная масса. И когда вот мы видим, к чему это приводит, это хорошо видно на примере Запорожской, Херсонской областей, где до сих пор находят какие-то схроны с оружием. Каждую неделю вот у нас новости, поймали такого, такого, там диверсанта, не диверсанта. Вся территория пост-Украины – это территория, насыщенная оружием, насыщенная невероятным количеством каких-то диверсионных групп. Она же превратилась в полигон. Но мы видим, со всего мира все получают боевой опыт и отрабатывают. И, соответственно, так как кроме России деятельно никто не занимается наведением порядка на этой территории, следовательно, любые соглашения по типу Минских, а что такое соглашение по типу Минских? Мы типа прекратили боевые действия, но мы внутри все равно продолжаем вооружаться. А что и происходило, да? Вера в святые джавелины когда началась? Это же еще при первом Трампе. Это же еще во время никакого СВО не было. Это же еще шло украинское АТО. Поэтому в России без, скажем так, прямого мониторинга над процессами демилитаризации, они, в общем-то, должны быть в счетном количестве. То есть, вывозится столько вооружений, да, они хранятся там-то. Как это происходит, я приведу примеры. Это, например, знаменитые склады в Колбасной, в Приднестровье. Уж сколько обсуждали, что это оружие для диверсантов, Россия, значит, готовится. Открытый мониторинг, который проходит уже огромное количество лет. Это международная группа, в которую входят и представители Молдавии, и Приднестровья, и внешних. Они видят, что на этих складах. Понятно, вглубь никто не пускает, там непонятно какие запасы, да, законсервированы. Но по факту все, насколько возможно, прозрачно. Следовательно, с Евгений Украины Сергеевич, вы меня, конечно, извините. Внутрь никто не пускает, но все прозрачно. Погодите, там... а как вы, если там складированы невероятные запасы еще с советских времен? Кто туда вас пустит? Это именно консервация. Почему боятся удара по складам в Колбасной? Потому что там, это еще запасы той армии, которая, Лебедь когда заходил. Поэтому что происходит, сколько наскладировано в этих схронах на Западной Украине? То, что, мы же видим, в Жешуве сколько оружия. Вообще непонятно. Поэтому никто не хочет повторения истории какой. Все прекрасно помнят, когда бандеровское движение стало относительно влиятельным. Когда немцы начали оружие им передавать, они уже отступали и оставляли конкретно склады, обучали диверсионной деятельности. Поэтому все у нас это прекрасно понимают. И остановка боевых действий возможна, с моей точки зрения, только тогда, когда в Киеве перестанут играть в эти гляделки под названием Минск-3. Никакого Минска-3 вот в таком виде политически я не вижу. Может быть, единственные ресурсы истощатся. Есть такая теоретическая возможность истощения ресурсов. Но у нас все военная тайна, то, что касается военной экономики. Поэтому тут я ничего сказать не могу. Смотрите, меня интересует очень простой понятный вопрос. А есть понимание того, что, например, на российской стороне, того, что условно остановка боевых действий даст в решении. Вот сегодня Лавров выходил и говорил, значит, никакой остановки, потому что первопричины не решены. И это противоречит, духу Анкориджа, что тоже очень интересно. Как эти танцы вокруг Анкориджа сейчас приобретают новые краски. Они сначала одни, потом другие краски, сейчас третьи, вот уже четвертые. Не суть. Что остановка по линии боевого соприкосновения быстрее выполнит, быстрее исполнит вот эти требования Российской Федерации, чем не остановка. Я имею в виду большой достаточно
серьезный блок, который там все коротко называют там денацификация, да и тоже демилитаризация. Ну, по большому счету. Ведь, ну, давайте так, ну, это в воюющей армии ВСУ 250 тысяч СЗЧ. Ну, там, случаев за все время. А представьте, если она еще и не воюющая. А представьте, если условно, да, то есть мир, ну, не война имеется в виду, плюс потихоньку, полегоньку, как было при Минске, который вы отметаете, да, там какие-то контакты, мы же как бы признаем, что это Украина, ну, там, территории, да, а Россия признает, что это территории, там, российские, те, которые на территории Украины, а в Конституции России. Но все равно начинается какая-то кооперация, какая-то осторожная, скажем так, поездки друг к другу, какие-то моменты. Ну, то есть это все равно пробьется. Сначала контрабанда, а потом поймут, что объемы большие контрабанды будут легализовывать. А изнутри вот этот ну, режим, он же сам себя съест. Есть для этого очень много маркеров, что сам себя съест, когда будут находить врагов уже условно не в Луганске, Донецке, Харькове, например, там, Днепре, а там вот будут условно Львов против Тернополя. Ну, это так, гипотетически, да? Кто больше украинец, кто больше воевал, кто больше патриот и кто больше сделал для Украины. Ну, и так потихонечку, как учат в Китае, сесть на берегу и посмотреть, как проплывет вот этот вот набор этих целей и задач так называемой спецоперации, которая сейчас уже перешла ее, ну, вышла за ее масштабы, и это все понимают. Ну, теоретически ваша конструкция, она могла бы реализоваться. И это, в общем-то, то, что классики называли, это переход империалистической войны в гражданскую. Конечно же, но это было бы возможно только при одном условии. Если бы Украина была, ну, как вот сферический конь в вакууме, если рядом не было бы Польши, рядом не было бы Румынии. Потому что два главных коридора, которые накачивают. Для того, чтобы продолжалась война, нужно всего две вещи. Это оружие и люди, готовые воевать. Значит, оружие, мы видим, поставляется и продолжается поставляться. Ну, под оружием я имею в виду в том числе и системы связи. А это может быть даже сейчас важнее. Потому что без западных систем связи ВСУ давным-давно превратились бы... Ну, они слепыми просто стали. Да, это была бы война армии 21 века против армии 20 века. Ну, потому что у России все-таки свои системы связи. Я имею в виду спутниковые и прочее. Поэтому, если кто говорит о том, что он за мир, с той стороны западной, все, что ему нужно сделать, это оставить, так сказать, ну, при своих разбираться вот, две части одной некогда страны. Но на это никто не пойдет. Поэтому конструкция ваша, говорю, теоретически она была бы верной, а практически, вот пока есть коридоры, в первую очередь польский коридор, и вот главное гнездо войны, это, конечно же, русский город Ряшев, который поляки переименовали в наш город Жешув. А мы-то помним, кто основал Ряшев. И основали его не для того, чтобы оружие таскали с востока для гражданской войны на западе. А основали, наоборот, ну, с запада на восток. А основали его как форпост на западе. Как раз, чтобы поляки не шастали на территорию Руси. Это смысл был форпоста. Вот такой ряд городов древнерусских. Там есть Тустань во Львовской области. Ну, собственно, Ужгород также основан. А Ряшев, точно так же, как русский город Перемышль, к сожалению, превратили в базы, с которых ну, поддерживается гражданская война на Руси. Поэтому ничего как бы нового в этом смысле нету. Вот. Это давний был план, потому что, например, бандеровское движение координировалось из Кракова. Вот, то есть все основные, ну то есть они действовали на территории Западной Украины, а вот их, так сказать, ну, непосредственное, кто их координировал, он находился в Кракове. Поэтому это давняя история. Вот если бы Польши не было, то, может быть, можно было бы что-то изменить. Вторые аналогии, это когда в межвоенное время Львов вот под властью Пилсудского превратился в абсолютное гнездо. Туда же Донцов уехал. Туда все будущие коллаборанты уехали. И были в том числе налеты на территорию Советского Союза.
Пока, как мы уже это обсуждали, там одного атамана Тютюнника не поймали. Поэтому эта стратегия, ну опять же, дело не в Украине. Точно так же действовали, например, в том же Азербайджане, где британская разведка действовала активно. Об этом мы, как знаем из классики, не бойся, я с тобой. Ну и в Средней Азии. Поэтому это общая тактика. Вот, общая тактика нанесения того самого стратегического поражения России через провоцирование конфликтов на пограничных территориях. И поэтому эта схема будет работать только тогда, когда Россия будет контролировать западные погранпереходы. И не зря в Советском Союзе все республики были суверенными вот, в массе вопросов. Но то, что касается защиты общих границ, это был Комитет государственной безопасности, который был централизованный. И поэтому именно служили у нас. Вот Александр Григорьевич Лукашенко, он почему служил в погранцах, но на Западной Украине? Потому что не надо было служить у себя рядышком. Ну, чтобы не провоцировать в том числе контрабанду и прочие вещи. Поэтому охрана границы – это ключевая задача в решении проблемы умиротворения пост-Украины. Потому что, смотрите, центральную идею войны с Россией в вашей схеме же есть два элемента. Первое – оставить сами в себе и пересрутся, ну, как это часто бывало. Второй есть элемент – это как убрать ту самую стержневую идею войны с Россией. Ну, ни один шаг по этому поводу не сделан. Даже Труханова зарепрессировали за что? Не потому, что хочется напоследок еще разграбить Одессу, да, и придумали какой-то повод, а слепили из него русского шпиона. Очень смешно, он плакался, у вас же был как раз видос, да, о том, что вы не представляете, что я натворил, как бы, если меня русские, так сказать, поймают. И прочие вещи. Поэтому, если бы начали, например, с того, что вернули бы гражданство, хотя нужно ли это ему, например, предстоятелю церкви русской, убрали бы законы, которые откровенно дискредитируют. Вот. Тогда, может быть, у нас сделали выводы, что там идут на попятную. Ну, или, например, может быть, Зеленский там выступил бы, например, на русском языке и сказал: все, с этим мы закончили, надо отматывать назад. Я был прав там как кандидат в 2019 году, но это фантазия. Этого никогда не будет. Почему? Потому что его власть держится сейчас на двух элементах. Так же, как она держалась в свое время у Петлюры, а потом у Скоропадского. Первое – это на отмороженной части, назовем ее так, ну, заряженной, готовой воевать, в том числе против своего народа. В Киеве времен гражданской войны такими были украинские сечевые стрельцы, вот, которые состояли из пленных, которых возглавлял как раз Коновалец. Да? И, в общем-то, сил у властей подавить восстание Арсенала не было возможности. И пошли на это только приезжие, которым было нечего терять. Как сейчас мы видим, что у ТЦК широко распространены рейды взаимные по соседним городам. Почему? Ну, потому что это не в родном городе ты становишься людоловом, да, мародером и убийцей, а ты как бы охотишься немножко на чужих. Поэтому в этом смысле в той же украинской истории у нас есть огромное количество таких примеров, а у нас, ну, все-таки историография к ней серьезно относится. Поэтому я думаю, что ошибок предыдущего столетнего кризиса у нас точно будут избегать. Мгм. Мы в прямом эфире, друзья, новости приходят интересные, своеобразные. Значит, европейские страны и Украина работают над предложением, внимание, из 12 пунктов по прекращению войны на нынешней линии фронта. Это потом Bloomberg пишет со ссылкой на свои источники. По словам источников, контролировать реализацию предложенного плана будет Совет по миру под председательством, отгадайте кого? Кай Каллас? Трампа. Трампа. Вы же вспоминали сегодня день выборов, да? Конфетку, да. Помните день выборов? Ну вот. Так это же бардак. Зато ты главный. Ну, то есть... А деньги остаемся. Да, а деньги остаемся. Так вот, согласно плану, после того, как Россия вслед за Украиной согласится
Тоже, да, заметили? Россия вслед за Украиной согласится на прекращение огня, и обе стороны обязуются прекратить территориальное наступление, состоится возвращение депортированных детей, обмен пленными, Украина получит гарантии безопасности, средства на устранение ущерба, нанесенного войной, и возможность скорейшего вступления в ЕС. Санкции против России будут постепенно сниматься, хотя около 300 миллиардов долларов замороженных резервов Центробанка будут возвращены только после того, как Москва согласится внесли, ну, в общем, короче, дать деньги Украине. Да? Ограничения могут быть возобновлены, если Россия снова нападет на Украину. По словам источников, Москва и Киев начнут переговоры об управлении оккупированными территориями, хотя ни Европа, ни Украина юридически не признают оккупированные земли российскими. Но источники предупредили, что детали плана на стадии окончательной доработки могут измениться, поэтому это как бы бла-бла-бла, но это вот, видимо, то потужное, вот то соглашение, да, которое, о котором Зеленский вот сказал недавно, минут 30 назад в своем обращении. Если проанализировать, что скажете? Ну, там ключевой пункт отсутствует. А что будет, если кто-то или что-то нападет с территории Украины? Ну, то есть, вот если Россия возобновит, да, то... А если что-то произойдет? Я же напомню, почему я ввожу рабочее понятие пост-Украина. Потому что нету единого государственного субъекта. Ну хорошо, Киев подпишет. А нападет какой-нибудь РДК, запрещенные и прочие у нас экстремисты. Київ скаже, а це не ми? А що таке? Це визвольна російська армія патріотів. Вони самі все зробили. Ми тут ні до чого. Отморозиться, это ж вообще, ну, как это, анекдотов есть огромное количество, там, а шо я, боже, як невдобно получилось и прочее. То есть, это в том числе в национальной культуре. Поэтому для того, чтобы подобные, ну, документы с нашей стороны, а у нас же нужно просто забывать, при власти люди с юридическим образованием. А в анамнезе очень важно человек, ну, как бы, на кого учился и какой у него тип мышления. Не, да? подождите, Ну, у просто... Зеленского тоже как бы он юрист по образованию. Ну, значит, Зеленский закончил вуз, где его папа был преподавателем. Вот. Непонятно, где учился, потому что со второго курса был на гастролях. Вот. Я лично был у него первый раз в жизни на его выступлении в студенческом клубе в 2000 году в городе Черновцах. Ну, это, я просто восстановил это в памяти. И вот я помню, они все были студенты, а этим мы хвастались, что вот мы, как бы, у нас веселая студенческая жизнь. Ну, как учиться? Ну, вот так и учился. Поэтому тут же, а потом дальше, если бы он еще поработал бы в адвокатской компании, еще где-то, ну, опыт имел. Поэтому тут сравнивать бессмысленно. А у нас, я напоминаю, ну, в этом смысле, ну, в принципе, большинство выпускников из питерского юрфака. Поэтому с ними, если о чем-то договариваться, надо прям по пунктам, чтобы все было расписано. И в первую очередь вопросы той самой, я говорю, демилитаризации. Там наши требуют, ну, у нас для того, чтобы понять позицию России, вот наиболее концентрированную, рекомендую заходить на, собственно, сайт Кремлин.ру, где публикуется самое, ну, вот, важное, что считается с точки зрения нашей высшей власти. Да? И посмотреть там то, что касается демилитаризации. Я сам этим занимался. Вот. Там очень хорошая есть его как раз встреча с мидовцами Путина, где он как бы расписан, ну, приоткрыл чуть-чуть завесы вот этих переговоров стамбульских так называемых. Там четко сказано такое-то количество танков, ракет, ну то есть сколько вешать в граммах. Вот эти разговоры о том, что будет какое-то разоружение, на это уже не пойдут. Пойдут на такую вещь. У вас будет там столько-то стрелковых полков. Ну, короче, раз, два, три, четыре. Столько-то казаков. Помните, это в истории называлось реестровое казачество. Помните? Ну, почему вообще все вот эти вот заплеты были в истории Украины? Ну, это же не только история Украины, и наша история. Потому что казаки, они ж как были? Помним украинскую народную писаньку? Їхали козаки откуда? Из Дону до дому. Потому что в чем была фишка? Тут мы пограбим чуть-чуть и сбежим на Дон. И нас як бы немає. Вот. И наоборот, точно так же поступили, понимаете? И проблема с казачеством, как вот мы же подходили, ну, к этой проблеме, это проблема с любым
анархическим сообществом. Мне очень понравилось, что вы вынесли на обложку оптимистическую трагедию. Да, да. Прекрасный фильм и прекрасная работа, она как раз во многом об этом. И большинству людей надо обязательно посмотреть, как коллектив вооруженных людей оказывается разорванным между новой властью, которая выражена в лице женщины-большевика, да, которые вступают в сложные отношения. Там прекрасный образ еще офицера русского, да, когда он говорит, сколько вы во флоте? Ну, вообще 20 лет, а в принципе 200. Ну, то есть, вся семья служит во флоте. И при этом анархистов, да, то есть нигилистов, людей, которые легко взбаламучивают тех самых людей с ружьем. А теперь давайте мы просто, говорю, это очень здорово, что вы вынесли советскую античность, чтобы, я надеюсь, что люди будут заинтересовываться и как минимум смотреть. А теперь давайте мы это просто спустим, ситуацию в этой оптимистической трагедии, теперь на каждое подразделение, ВСУ, назовем его так. Ну, там же разные они есть. Там же везде проходят эти разговоры. Вот как в оптимистической трагедии, и там и за что мы воюем, для чего мы воюем, почему, за чьи интересы. И теперь представим, вот мы же как бы социологически вот опустились на уровень коллектива, а теперь поднимемся на уровень общества. Вот именно вооруженных людей. Ну там все бурлит, там как котел, где вот прям вот. И поэтому, конечно же, власть Зеленского и его всего режима, а теперь его именно и надо называть режимом, потому что они не контролируют все государство, удерживают отдельные функции. Они держатся только докуда идет война с Россией. Вот покуда она идет, этот биореактор можно держать в направлении Востока. Как только потенциально война с Россией, в первую очередь в головах заканчивается, потому что сейчас нельзя дать даже мысли, чтобы кто-то в обществе вообще задумался о том, а может эта война как-то не очень правильная. Ведь почему стали в том числе иноагентами люди внутри Украины, которые, в общем-то, на первом этапе, так или иначе, поддерживали власть, потому что усомнились, то есть задали в числе ваших собеседников, усомнились вообще самой логичности, о том, что может не быть идеи войны с Россией. Нет, все. Поэтому Украину в нынешнем виде ужали до вот этой вот идеологии ауновской. Это даже не украинский национализм. Вот реально даже не украинский национализм. Тут бы я снова хотел подпереться немного Иваном Франко по поводу идей. И что украинство не обязательно национализм. Мы цитировали уже эту работу в прошлый раз. Я бы как раз хотел продолжить. І от, значить, що напомнить, що велика російська література була спільним витвором великорусів і малорусів. І що, власне, малорусами були ті, котрі йшли в перших рядах поступових письменників, котрі вели літературу на нові, досі не проторені дороги. І от він напоминає Радищев, Капнист, одновременно Каразин, основатель Харьковского университета, і, соответственно, приводить примір. Всі вони, працюючи над витворенням великої новочасної російської літератури і освіти, працювали в дусі старої традиції українського народу. Тієї ж традиції, яка веліла Хмельницькому, аби воз'єднався з московщинами, а київським ученим, аби їй служили. В нових обставинах знаменувала Московщина витворення великої держави, яка могла б забезпечити потреби всього руського народу і цілого слов'янства. Но, от він підчеркує, однак, поряд з тією традицією жила і ніколи не переривалася в Південній Русі ще й друга традиція – прагнення до прояву самобутнього характеру землі і народу в письменстві і мистецтві. Ця традиція жила і не вважалася супротивною Великоросії. Это Иван Франко, конец 19 века. Эта традиция была всегда. Нам ее надо ужать до нормальной этнографической народной традиции. Никакого противостояния нету и не было. Я специально опираюсь на Ивана Франко,
потому що заподозрюють в тому, що він москаль, ну як в анекдоті, синку, я сам бачу, що ти не москаль, в принципе, нельзя. И не зря город Ивано-Франковск появился только, ну, он же раньше не назывался даже Ивано-Франковском. И вот если мы вернемся на традиционные, исконные культурные основы украинские, не вот этой новые, которые придумали, мы увидим, что идея войны с Россией маргинальна. Я не знаю Хорошо. ни одного великого деятеля украинской культуры, кроме отморозков политизированных, у которых идея с Россией была бы центральна. Нет таких в принципе. Хорошо. А давайте развернем ситуацию. Вот это, кстати, очень интересно. А на чем тогда стоит идея российская войны с украинцами? Ой, ну Да. смотрите, значит, да, давайте разберем. У Нам нас же, подождите, есть... нам же как говорили, 300 лет мы воевали. 300 лет, вот это 300 лет, ну, вы как человек, автор многих книг, да, исторических и очень, ну, скажем так, интересных, всем рекомендую. Во-первых, подпишитесь на Семена Уралова и, конечно, полистайте некоторые из его, скажем так, из его творчества, да. Я просто почему? Нам говорят 300 лет, Семен Сергеевич, 300 лет. Окей, тогда как объяснить задачу, почему условно, что в чем идея русского человека идти войной вот на территорию Украины, на украинцев, или там раньше там называлось по-другому, но суть даже не в названиях. Нет, у нас, как и любой империи, вот, есть понимание, есть идея, что воевать время от времени приходится. И это проявляется не только по отношению к Украине. Ну, посмотрим на наше наследие, которое мы в школах учим. Например, Льва Толстого. Да? Началось же с чего? С унизительной войны Крымской и потери Севастополя. И Толстой вместе со всей Россией переживал эту унизительную войну, после которой был унизительный мир. И считается, что Николай I даже фактически покончил жизнь самоубийством после Крымской войны. Он на парад выехал в Петербурге в феврале, если не ошибаюсь. Ну, зимой, короче, в легком мундире. И это было понятно и без шапки. Это смерть. Дальше. Того же мы смотрим Толстого. Наша Кавказская война. С одной стороны. Но смотрите, вот на Северном Кавказе мы воюем тоже под 300 лет. Но какое уважение в том числе к оппоненту. Я напоминаю, что вождь Горцев, за которого, в общем-то, вся эта самая империя воевала, он не в клетке, как индийский вождь где-нибудь в Америке закончил, а жил в Калуге, в почетной ссылке, с сохранением всех своих этих самых привилегий. Поэтому в русской культуре очень двойственное отношение к войне. С одной стороны, нам постоянно где-то как-то приходится воевать. И это исполнено трагизма. Ну, напомним, например, война 905 года отражена в Цусиме. Да? То есть, никто... У нас есть как героические подвиги. Например, взятие Измаила. Это райцентр Одесской области. Но каждый русский человек, для него Измаил – это такой же город, как Ленинград. Ну, то есть, это место воинской славы. Или, например, там Вышний Волочек, или Смоленск и прочее. Поэтому в русской культуре очень многоплановое отношение к войне. И если теперь говорить к войне на территории Украины, то у нас здесь перемешиваются два чувства. Чувство первое – это то, что называется Новороссия или Юго-Восточная Украина. Ну, вот эта часть, да, от Харькова до Одессы. Это то, что в нашей историографии, то, что в нашей исторической памяти является частью роста России, да, связанного еще с Петровским ростом. Мы же по соседству смотрим. Ну, вот, например, все знают город Мариуполь на Украине. Да? Но мало что задумывается, что по соседству есть город Таганрог. А что такое город Таганрог? Это мало того, что было место, где провозгласили Украинскую социалистическую республику. Да. Вот. Так это еще и место, куда Петр I планировал столицу перенести. Ну, как бы потеплее. У него не так хорошо пошли дела. И оттуда родом Чехов. Вот. И почему Чехов такой, какой он есть? Потому что он впитал обе культуры. Городскую, русскую, которая к тому моменту стала мировой. И
местную, где была не только украинская, в том числе и еврейская. Например, Фаина Раневская, она тоже из Таганрога. Посмотрите, как она говорит смачно. Да? Или, например, Одесская Плеяда, Ильф Петров, или, например, Катаев. Или, завершая эту тему про наш общий язык, это про ваш родной город. Про город Луганск. Ведь когда появился, язык становится мировым. Ну, Первое, Даль, когда у конечно. него... Владимир Даль, да. Конечно, Даль. А что у него написано на памятнике? Владимир Даль в скобках. Казак Казак Луганский, Луганский. да. И вот только тогда, когда появился Пушкин и Даль, то есть один стал гением именно языка литературного, а второй это кодифицировал, вот он получился мировой язык. Как мы можем вырвать из себя Владимира Даля, который, формально, він же типа сепар, Луганск же типа сепарский регион, значит Владимир Даль сепар. Как это так? Мы это себе выкинуть, и поэтому для нас казак Луганский такой же родной, как казак Донской, казак Сибирский, казак Кубанский и все остальные, потому что мы языку благодарны Владимиру Далю, который себя считал казаком Луганским. Это, кстати, да, меня всегда удивляла вот эта фигура. Ее не извели до какого-то уровня местечкового. Владимира Даля. Причем местные шибко гордились, понятно, там памятник там возле филармонии в Луганске и так далее. Но, простите, пожалуйста, никто не брал собственно, Даля как столб. Хотя научно, исторически это так. И вот действительно можно было бы на него опереться. Но давайте так. И российская сторона как-то, я имею в виду великодержавная, да, тоже так не шибко к нему тепло относилась всю дорогу. Нет, у нас Владимир Даль однозначно находится в пантеоне великих деятелей русской культуры. Вот если... Я просто считаю, что каждому жителю... Я чуть отвлекусь, но это с Далем связано. Это связано с памятником Пушкину и Далю в городе Оренбурге, где они встретились. Вот. И это воля жителей Оренбурга. Просто у нас Даль не настолько раскручен, как Пушкин. Просто Пушкин массово входит в школьную программу, его массово экранизировали, театрализировали и все, что с этим связано. С Далем сложнее, как ты словарь экранизируешь. Просто так как мы перестали пользоваться словарем Даля, да, активно, поэтому он ушел из массовой культуры. Но у нас, что очень важно, вот я не зря припомнил Оренбург, там еще кроме памятника Владимиру Далю и встречу с Пушкиным, это, собственно, и есть рождение русского языка по факту. Да? Пушкин там искал материалы Пугачевского бунта. А еще в славном городе Оренбурге есть замечательный музей, где каждому обязательно надо побывать. Музей Тараса Шевченко. Потому что он именно там находился. И вот я-то исхожу из чего? Что, к сожалению, жители постукраины, они совершенно не понимают России. И они совершенно не понимают глубины всех этих взаимосвязей. И поэтому надо, кроме... Как и россияне не понимали Украины. То есть, Киев бывали, там эти самые, поели вкусненько на Крещатике, на кораблике покатались, в Аркадию. И вот это они считали в Одессе, что они как бы понимают Украину. Или на лыжный курорт. Надо обязательно по шевченковским местам пожить в Петербурге. Потому что Шевченко, он хоть и украинского происхождения, но это питерский поэт. И к нему нужно относиться во многом как другим питерским поэтам. Обязательно в Оренбурге надо побывать. Для того, чтобы понять. И желательно еще, собственно, в Шевченко, это сейчас Казахстан, но тоже как вне выборы, вернется Казахстан, там сейчас спокойно. Помните, да? Поэтому Россию для того, чтобы понять и ее глубины взаимосвязей с украинской культурой, с выходцами из Украины, для этого нужно перестать смотреть в том числе на сугубо московскую, скажем так, призму. Потому что тут у нас тоже очень разные отношения. Потому что все-таки памятник Ивану Федорову не сносят во Львове пока. И хорошо, молодцы, что не сносят. Но он же сбежал из Москвы почему? Печататься ему не давали, да? Поэтому история это такая вещь. На нее можно посмотреть с одной призмы, а можно посмотреть с другой призмы. И обязательно потом в финале, когда каждый выходец из Украины большой круг сделает, он должен вернуться через Краснодар. И там на улице Красной памятник запорожцам, которые были прародителями, в том числе кубанского войска. Да, Семен Сергеевич, Трамп проснулся. Выходит и говорит: Вашингтон и Линкольн не завершили 8 войн. А мы
А мы завершили Веселый. 8 войн и 9 на подходе. А? Приближается, говорит. Вот это я понимаю. Слушайте. Ну и, слушай, если бы Трампа не существовало, его надо было придумать. Именно в этот период исторический. Проблема только, что это смех все равно сквозь слезы, трагедии, ужасы и кошмары. Сейчас выносится энергетика подчистую российской стороной и украинская. Причем Черниговская область, Чернигов без света, блэкаут полный, и там отработка идет жуткая. Да, Харьков, кабы летят уже дальше, да, серьезные подвижки на фронте, о которых молчат, затыкают рты, надеясь, наверное, ну, чтобы Сырский перебросит еще каких-то резервов, да, и как-то немножко удастся сдержать, потому что Купянск, Покровск, там Запорожский прорыв сегодня был в Малой Токмачке, колонной прям, да, заходили. И фронт, тыл пребывает сейчас в очень опасном состоянии. Вам не кажется, что вот сейчас это все россказни о том, что отложили встречу в Будапеште, а это чтобы вот как раз-таки этот фон военный и подготовить? Ну, вот что-то должно такое произойти, какой-нибудь там, допустим, крупный город падет. И на этом фоне уже все такие сговорчивые. То есть сказать Путину сейчас, давай закончим по ЛБС, ну или хотя бы приостановимся. Он скажет, так погодите, это же, ну, языки же километровые. Говорят, не взял ни одного областного центра. Вот эта вот история 1% военным путем. Это Зеленский, это ему политтехнологи придумали. Они так и выписывали. Ну, вы встречали это, да, о том, что то, что было взято там, как пол Франции, или там пол Испании, или почти вся Италия, ну, не Италия, а там другие страны, или там 2 каких-нибудь там Бельгии, это немцы рисовали карты, накладывали, да, потерянных украинских территорий. Видел. То есть и он скажет, ну это все равно. А он скажет, ну нет, да. Но надо что-то, получается, взять перед тем, как идти на переговоры. А Украине, получается, что-то надо потерять. Но, может быть, где-то громко нагадить, ну, какое-то что-то сделать эдакое. Вот что-то начинаются подрываться в Румынии и в Венгрии НПЗ на территории Европы с российским бизнесом. Лукойловские. Как-то странно все это выглядит. Как вам кажется, какие события реально подтолкнут Будапешт к каким-то решениям? Ничего не может произойти в сфере политики для того, чтобы российская страна повелась на Минск-4. Для этого должны проявиться такие гарантии, да? Ну, например, система внешнего управления того, что называется ЗСУ, куда войдут разные представители. По логике, у меня об этом, кстати, в книге «Два капитала» еще в 2015 году, я пришел к выводу, что вообще украинский кризис будет решен только тогда, когда все соседи по периметру выработают общую позицию и займутся реализацией общей политики. Вот именно все по периметру. То есть и Россия, и Беларусь, Польша, Венгрия, Румыния. Ну, да, и, в общем-то, по морю тоже. Потому что уже такое количество вооруженных людей, вот та самая вооруженная масса, что если не закрыть все входы-выходы, то проконтролировать это никак невозможно. То есть, грубо говоря, ну вот как выходили из войны, ну, наши предки, ну это, кстати, отражено в оптимистической трагедии, на которую мы сегодня ссылались. Параллельная система управления. У командира появляется комиссар. То есть у каждого командира появится комиссар по разоружению, например. Да? И не обязательно это будет русский, это может быть венгерский. Да? Ну, имеется в виду вопрос отношения. Но на слово никто не поверит. Ну, потому что, смотрите, с одной стороны, все говорят про мир, 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 а с другой начальники Азова получают уже генералов, да, и, в общем-то, идут на повышение. Поэтому тут же как, это мальчик, который кричал «волки, волки». Так много украинская сторона кричала «мир, мир, мир», что теперь словам о мире верить никто не будет. Ну, послушайте, ну вот тоже, понимаете? Вот это вот Азовы получают. Ну, конечно, получают.
И, конечно, как вы говорили выше, но, кстати, как бы вот так мягко ушли от 300-летнего противостояния и специфики, да, идеи русских воевать Ну, с украинским. Вы ушли. давайте Вы вернемся. ушли. Вернемся. Давайте вернемся. Вы же прекрасно понимаете, что они вот этих генералов и всех остальных, звездочки, эти все остальное получают. За что? За довольствие, за возможности, ну, что-то там потянуть левак какой-то, да, ну, кого-то кошмарнуть, кого-то придавить, или, может быть, ну, получить донат, почему нет, да, люди видят, что какие бравые, вот. Но в конце-то концов, когда состарится и придется, так сказать, ну, в общем, сдавать свои погоны, да, условно, ну, так за пенсию хорошую. И вот это все надо обеспечить. Сегодня произошла история, которая, ну, немного триггерит. Всю неделю прошлую, по-моему, да, вот вы тоже, наверное, видели, что там одни депутаты украинские говорили, потом это обсуждение вот эти, что европейцы должны как бы заплатить украинскому солдату денег. Ну, то есть, раньше как? Соблюдали для проформы, да, вот украинцы собирают налоги, и это все на зарплату военным. Ну, типа, на оборону. А сейчас этих денег не хватает. Поэтому начинают, кинули клич, говорят, европейцы, миленькие, родненькие, уберите этот, ну, предохранитель. Ну, потому что, ну, не выгребаем. Ну, и там начинают всякие там штуки придумывать, а это какой-то заем, а это какая-то еще история. Сегодня вообще произошло уникальное. Во-первых, проголосовали военное положение до 3 февраля, а во-вторых, Рада голосует 335 миллиардов дополнительно в бюджет, в том числе на военным, 290 из которых за счет российских замороженных активов, ну вот этих процентов, а решения нет европейского, публично никто об этом не сказал «да». То есть, получается, у нас как бы такое, как бы Рада занимается таким принуждением. Ну, типа, мы уже проголосовали, давайте деньги. Деньги давай. А Европа, ну, не Ну, это может... лоббизм. Ну, так а Европа не может, потому что это, ну, априори, это же означает вступление в войну, если ты платишь солдатам Нет, это не означает. зарплаты. Нет. Это означает очень сильное еще ухудшение отношений. Вот. Вступление в войну это не означает. Не надо испытывать иллюзий. Вот. А по поводу того, что занялись таким лоббизмом в форме шантажа, ну, это уже, мне кажется, высмеяно во всех уже мемчиках, там, дай. Ну, вот эта история, связанная с дай. Поэтому они просто подсказывают, типа, вот, свободная касса, давайте работать вот по этой схеме. Поэтому тут, мне кажется, ничего нового. Это вот то самое дай, только в новой форме, такой более, ну, не изощренной, а просто когда проголосовала Рада, это же не типа не мне дай. Это же уже парламент просит, правильно? Это уже, ну, как бы более, так сказать, легитимно. Ну и второе в этом смысле, надо всегда сообщников, это же ОПГ, надо повязывать общим преступлением. Да? То есть не только мне дай, а всей, так сказать, дай бригаде. Ну, давайте, раз мы оторвались, вернемся к войне именно между народами, да, и между Украиной и Россией. Значит, смотрите, у нас нету ни в культуре, ни в идеологии, ни в политических документах установки на войну между народами. Подчеркиваю, этого нигде нету и никогда не появится. Более того, есть тезис, который очень не нравится части украинских националистов, что украинский и русский один народ, да, ну, который вызывает отторжение. Да, и это воспринимается как, ну, значит, вот попытка знищити все украинское. Но это, ну, как бы наталкивается на реальность того, что у нас огромное количество людей идентифицируют себя украинцами, и ничего с этим не происходит. Другой вопрос, что после начала СВО очень многие, типа, вот я там не хочу, там, с родственниками поругались, еще что-то. Теперь по поводу культуры. Значит, в нашей культуре, культуру надо всегда изучать по школьному образованию. Но это то, что проходит через всех нас, да? Отношение к войне на территории Украины зашито в Тарасе Бульбе. И это проходит у нас красной нитью через всю культуру. И я напоминаю, кто у нас сыграл Тараса Бульбу уже в современном фильме. Да?
сыграл актер Западенец, Богдан Ступка. Это я сразу после избрания Зеленского шутил, сейчас недавно эту шутку вспомнил, что если украинцам так не терпелось избрать актера, то выбирать надо было еще в 2004 году и Богдана Ступку. Потому что это был действительно личность, с которой бы в том числе договаривались. Да? Она была и советская культурная личность. И обращаем внимание, как он в том числе снимался в наших работах. И именно он сыграл того самого Тараса Бульбу. Поэтому в нашей культуре войны на территории Украины зашиты как глубочайшая трагедия, в ходе которых погибли оба брата. И сам Тарас Бульба погиб. Если мы поднимаемся выше, что у нас зашито в нашей массовой культуре, ну, не современной массовой, а в которой воспитываются, так сказать, масса наших сограждан через школьную программу. Это, конечно же, наследие Булгакова. Вот, это все, что мы изучаем, и гражданской войны. Для нас территория нынешней Украины – это территория, где была жесточайшая гражданская война, в которую были втянуты все группы населения. И в этом смысле, в этом у нас наследие Булгакова. Но при этом в нашей современной уже российской культуре, в общем-то, начиная с 2005 года, например же писатель Глеб Бобров, луганский, кстати, его работа «Эпоха мертворожденных», она 2007 года. Там, в общем-то, было уже описано, какая будет плюс-минус война. Вот в современной русской культуре после оранжевого Майдана 2004 года нарратив того, что с Украиной война неизбежна, она, нарастала. Пелевин тот же, про Украину, да, это отразил Так а незадолго до почему она? СВО. Смотрите, вот я хочу сейчас вас прервать и очень важный аспект вот этой темы, подсветить. Если есть такой нарратив, один народ, да, есть такой нарратив, тогда мы можем абсолютно спокойно взять и развернуть условия, которые условно хочет российская сторона добиться от Украины, на саму же Россию. Объясню, что имею в виду. Например, какие-то вот условия, хотя давайте так тоже, вот эта вот история от националистов вот этих повернутых, то, что там развалить Россию там и так далее, и так далее. Давайте элементарно, рандомно, да, хотя это так озвучивалось очень так на протяжении нескольких лет, такими какими-то мазками, там репарации вот эти, там покаяться, в общем, такое все, заплатить, покаяться, в общем, и никогда не нападать на Украину, и, в общем, вот такие, вот развернуть эти все условия, то россияне, точнее, они же тоже этого не примут. Почему россияне, сталкиваясь условно с самими собой, исходя из нарратива «один народ», в отражении, этого требуют? Они же никогда не получат никакой, собственно, позитивный ответ. Потому что многие же говорят, что в окопах звучат из одной и с другой стороны «русские не сдаются». Получается, россияне должны бы эти условия и вот эту войну тоже на себя примерить. Только они в том положении, в котором украинцы. И вот тут же возникает непреодолимая история, да, которую разрешить можно только, как сказал Трамп. Прости господи, не к ночи будет помянутый. Как он сказал? Он говорит, останавливаемся там, где есть, солдаты собирают вещмешки, уходят по домам, а потом... Внимание! Семен Уралов. История рассудит. И вот тут как раз-таки в исторических длинных моментах вот эти наши с вами разговоры, встречи, вот эти все попытки подумать и осмыслить, они тогда приведут к какому-то плюс-минус нормальному результату, где сможет сохранить лицо и украинец, и россиянин, и русский, и даже, может быть, когда-то через какое-то время опять называться одним народом. Смотрите, то есть вот тут, опять же, солдаты кладут вещмешки и уходят. Вот с этим самая большая проблема, что непонятно, как прогарантировать, что положили и ушли. Мы же сами в первой части передачи
разбирались, что это может сразу перейти в войну гражданскую, внутренний конфликт. Ну, начиная от мести тем же ТЦК и прочим. Ну, в непонятные процессы. Поэтому вот с выполнением вот этой условия огромные проблемы. То есть нету субъекта, который вот у нас, ну вообще у любой армии демобилизация это не меньшая проблема, чем мобилизация. И по большому счету ну, гражданская война как раз после революции 17 года, она как раз активно вспыхнула, когда началась демобилизация. Ну, прекрасный фильм «Бум-бараш» об этом, да? Наплевать, наплевать, надоело воевать. И вот это действительно огромное. Но если у нас, я понимаю, как бы как работает государственность, как система институтов, да, и как они этот огромный процесс могут там остановить, то как, ну, вот как на Украине будут проводить демобилизацию? Так же, как сейчас ТЦК мобилизацию, расстрелы? Ну, по идее, ну правильно же. Но у тебя же система, она, если на вход работает, то она и на выход должна работать точно так же. Поэтому они не способны остановить этот процесс без ну, как бы какой-то внешней силы, которая это сделает. А дальше, ну, я считаю, что мы находимся на этапе, ну, по большому счету, я после срыва как раз вот, ну, соглашений, когда потенциально, вот то, о чем вы говорите, это потенциально могло быть реализовано в марте-апреле 2022 года. Вот абсолютно серьезно. Был бы отход из-под Киева, обмен какими-то ну, территориями, которые заняли, не заняли, и дальше требования, которые начали выполнять, потому что тогда под ружьем у Киева была бы вот эта небольшая армия АТО, понимаете, которую можно ну, как-то по гарнизонам рассовать. А теперь сколько людей под ружьем? Несчетное количество. Ведь дело в том, что сейчас же огромная еще и серая зона, где мы вообще не понимаем, что происходит. А какие там мародерства. Ну, я еще раз подчеркиваю, я же в 2015 году жил как раз в Донецке и в ДНР. И первую книгу там писал. И я наблюдал очень разные процессы, в том числе ликвидации так называемого казачества, ну, нового казачества. Да? Это когда люди якобы там понацепляли на себя там, ленточки и ордена, а занимались фактически грабежами. И что происходило там в автосалонах и прочих вещах, мы сейчас не будем это вспоминать, это не является предметом, но мы не самообучаемся пропагандой, потому что в 2014 году мы видели этот всплеск, когда огромное количество людей с ружьем образовалось из числа гражданских. А теперь их образовалось еще большее количество. И поэтому любые политические решения должны быть подкреплены вот такой вот женщиной из фильма «Оптимистическая трагедия», которая должна опираться на офицера, у которого 200 лет в анамнезе службы государству, и как он это разделяет, да? Что я-то лично, может, и пострадал, но я все равно буду как офицер работать. И на простых матросов. В общем-то, в этом фильме нам показано, как наводится новая власть. Но я пока что не вижу таких субъектов, а комиссары, которые работают, ну, а комиссары это ну, функция в том числе, ну, нам с вами распределена в этом мире, да, марафон тот же, да, ну, это же функция, так сказать, бодрения. А она дальше на тех же позициях, что война должна идти ну, до победного. Поэтому я не вижу, чтобы что-то поменялось. Да, достаточно пессимистичненько. Каких-то не даете вы лучиков надежды. Ну, у вас и, как это, картинка монохромная, как в начале стрима все удивляются. Поэтому тут как бы только так и так. Я стараюсь быть реалистом, Александр. Да, поэтому в черно-белом, да. Ну, это как, это в порядке шутки, друзья. Пожалуйста, подпишитесь на Семена Уралова, поставьте лайк этому видео, напишите, что думаете в комментариях. Подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Состоится ли встреча в Будапеште? 4% да, Путину она нужна. 28% да, Трампу она нужна. 31% нет, ее сорвет ЕС, уже почти сорвал. И 36% нет, время не пришло, ЛБС еще не та. Спасибо, друзья, что проголосовали. Я хотел два слова, чтобы вы сказали, и перейдем к вопросам зрителей. А какой фактор занимает здесь момент личной безопасности? Значит, российские, причем разведчик Безруков, британцы написали у себя в прессе.
говорит, что британцы убьют Путина непосредственно в Будапеште, если он прилетит. Там поляки сегодня чего-то там намекали, что если что-то вдруг, то ой-ой-ой, мы посадим самолет Путина и, в общем, арестуем его, в Гаагу отправим. Ну, вот такой момент. То есть фактор безопасности, да, первого лица, насколько здесь отыгрывает эту важную роль. Я задаю вопрос не только про Путина, а вообще фактор безопасности первых лиц. Потому что, ну, сегодня, например, 21 год дали вот этому стрелку, который Фица чуть не убил. А, простите, буквально там вчера-позавчера увидели лёжку снайперскую оборудованную для Трампа. Там любимый его аэропорт. Мир же он такой. А потом скажут просто, это шизофреник какой-то. Он давно ненавидел Путина, или он давно ненавидел Трампа. Вот это вот пробрался как-то, взял и ликвидировал. Ну, надо не забывать, что тот же Владимир Ильич Ленин, глава первого советского государства, тоже пал жертвой покушения. Ну, смерть была отложена. Поэтому политическое убийство – это в условиях воюющей страны, особенно в условиях гражданской войны, это постоянный риск. Ну, давайте вспомним, что стало с всеми вожаками французской революции. Марата вообще в ванной зарезали, да? Поэтому тут политика, вообще-то, это сфера деятельности, где ставка жизнь была всегда. Это просто в 20 веке подрасслабились мы немножко. Вот. И плюс произошло то, что называется образование шоу-политики. Это когда реально действующие лица находятся за кулисами, а ну, как бы вот эти вот марионетки, они отыгрывают, в общем-то, какие-то роли. Поэтому вот нынешнего президента Польши, например, может быть, даже если и будет какое-то там покушение, ну, скажем так, его уберут за скобки, не будем же мы смерти желать человеку, да, может быть, ничего и не изменится, потому что там такой deep state существует, уже один брат же там остался, да, у них. Вот, Писовец же президент сейчас у нас, да, в этом самом премьер-министр у них либерал, вот, Писа-писа. да. Вот поэтому первые лица находятся в зоне риска в тех политических моделях, которая либо, ну, кто-то называет это там монархической моделью, мне больше нравится вождистского типа называют, да? А это модели свойственны не только Азии, это, например, Фидель Кастро. Сколько на него было покушений? Более 70. Считается, что Уго Чавеса убили специально созданным, ну, формулой рака под него подобранной на одной из конференций, потому что он стремительно заболел и стремительно угас. А мы видим, что происходит в Венесуэле. Поэтому это давняя культура, которая своими корнями уходит еще в правящую политику, ну, вокруг установления власти Рима. Вообще это были большие любители отравлений. Там целые дома вроде там Медичи, Борджиа, которые именно на отравлениях, как на особой форме убийства сформировались. Но это и для русской культуры. Что происходило в правящем доме Романовых? Тоже черт знает, что происходило. Поэтому чем более кулуарна политика, тем больше в ней шансов, что перейдут вот к такой вот форме устранения оппонента. Но устранять будут тех, у кого автократическая или вождистская или монархическая, называйте как хотите эти модели власти, но она движется на авторитетности. Потому что, ну, это очень хорошо разбирает в своих работах Сергей Георгиевич Карамурза. Я, кстати, недавно ушел от нас. Да. Я рекомендую великого обществоведа. Причем даже Юлия Тимошенко в свое время говорила, что его книга «Манипуляция сознанием» является ее настольной книгой. Вот. Для меня это показатель, потому что, я говорю, Юлия Владимировна – это все-таки альфа-самка украинской политики с огромным чутьем и хорошим образованием. Ну, Несмотря на то, что она плохими шансами. Давайте так. ну, все, это уже уходящий тип, поэтому чего? Это уже бабушка, так сказать, украинской политики. Но тем не менее, поэтому чем больше разворачиваются гражданские войны внутри, тем больше шансов, что политиков будут, ну, первых лиц будут убивать. А мы видим, что тот же Евросоюз и те же Штаты находятся в очень нездоровой ситуации. Там это не война, конечно, гражданская, но кипение, то есть гражданские конфликты. Ну, смотрите, во Франции
не заканчиваются политические кризисы, да. Вот, поэтому высок шанс на переход на устранение, да. У Орбана тоже модель авторитетная. Ну и вы знаете, вот это, конечно, то, что... Ну, это так, вдогонку, да, сейчас перейдем к вопросам зрителей. То, что Саркози посадили 70 лет на 5 лет. Ну, посмотрим, может, Ну, отобьется. а что в Армении творится? В Армении Пашинян просто избранных мэров упаковывает пачками. Да. Это общая тенденция. Значит, друзья, переходим к вашим вопросам. Всем спасибо большое, что пишете, что их оставляете. Так, давайте вот с закрытого клуба вопрос Семену Сергеевичу от Сергея. В 2014 году Украина решила пойти в Европу за кружевными трусиками. В начале 22-го пришлось трусики заменить на цвет хаки. Туда шли? И что не так с дизайнером проекта? Ну, в 2014 году Украина уже пошла в сторону пост-Украины, то есть гражданской войны, а не в Европу. А в Европу, а на самом деле в псевдо-Европу. Украина пошла, ну, начала этот путь где-то в 2001 году, когда тогда еще президент Кучма отдал исполнительную власть прозападным политикам. Вот, целиком и полностью. А потом это еще и подтвердилось на выборах 2002 года, когда было превентивное сходение с ума, ну, тогда еще в основном киевлян. Все помнят про оранжевый Майдан 2 года, а все забывают про так Ющенко 2002 года. И что репетиция схождения с ума уже тогда прошла. Я помню, где там на Спивочем, на Девочем поле или где там уже, короче, камлали и тренировались. Поэтому вот тогда это произошло, о чем вы говорите. А в 2014 году это просто заметили, ну, скажем так, просто те, кто не был политизирован. Так, следующий вопрос. Переходим в сообщество YouTube. Там люди оставляли вопросы заранее. Вот такого характера. Здравствуйте, господа. Семен, как вам кажется, в России будет всеобщая мобилизация скрытого или открытого характера? Такое чувство, все будто к этому идет. Кремль по чуть-чуть, помаленечку прощупывает настроение населения и готовит к неизбежному. Ситуация в России напоминает самый эксперимент с кипящей лягушкой в кастрюле. Если постепенно нагревать воду, то она не заметит, как сварится заживо. Может, я преувеличиваю? Ответьте, пожалуйста. Спасибо. Ну, если всеобщее, то тогда она не скрытая, потому что всеобщую-то как раз скрыть нельзя. Поэтому тут в вопросе как-то свое противоречие. Не, ну имеется в Количество... виду, что или скрытое, или не скрытое. Ну, по-разному же может Ну, быть. не, ну просто всеобщее, если идет, то она и не скрытая. Это значит, всех вот на Украине идет, ну, бесправная, неправовая, но всеобщая мобилизация. Вот это и скрыть невозможно. Поэтому всеобщую невозможно скрыть. А по поводу наращивания количества, ну, призываемых в ряды вооруженных сил, во-первых, ну, это тоже является военной тайной, но мы можем судить только по каким-то косвенным признакам. И в частности, один из косвенных признаков заключается в том, что у нас начали снижать выплаты Мгм. добровольцам. У нас же выплата состоит из двух частей. То есть, там федеральная, которая обязательная, и еще региональная. И вот тенденция последних там 3-4 месяцев, что вот эти выплаты начали снижаться в разных регионах. И это косвенное подтверждение того, того, что, так сказать, меньше стали, ну, привлекать людей. Или, ну, вот, то есть, либо стало настолько меньше денег, но с другой стороны, это региональные бюджеты. Вот, они как-то не такая это значительная. Но это вот только те косвенные признаки, о которых я могу судить. А рассуждать, ну, как-то фантазировать, ну, это как-то не наш метод. Так, Ривас пишет. Александр, если можно прочтить целиком, а не своими словами, ну, набираемся терпения, слушаем. Семен, здравствуйте. Не кажется ли вам, что все разговоры про неудобного для Запада президента не более чем игра Запада для своих и русских народных масс? Есть мнение злых людей, которых мы, конечно же, не поддерживаем, что если не иметь память рыбки и посмотреть назад, это же продолжение ельцинской политики, просто облеченной в более солидную культурную упаковку. Крупному капиталу закон не писан,
согласен, если они не только не начинают нарушать своих внутренних законов. Несмотря на риторику, по факту, преклоненное отношение к англосаксам и желание понравиться в очевидный ущерб своей стране и народу, и вольное или невольное подыгрывание США, от закрытия ключевых баз ради дружбы с Бушем до полного карт-бланша на убийство граждан в СВО, Москва, ядерный щит, теракты, разведка с наведением и помощь в деребании Европы за счет жизни своих людей. Плюс рост социальной и международной напряженности и полное техническое отставание по ключевым областям. И придерживание принципа Стресснера. Друзьям все, врагам закон. Смотрим на Юмашовых, Собчак, Чубайса, Шойгу, Шохиных, Абрамовичей, Фридманов и так далее. Это те, кто на виду. И как там Гоблин говорит про людей, которые можно обмануть после 30 лет. А ведь у тех нет разведок и архивов. Вы делали разборы украинских элит, а не хотите сделать так же про российских от конца 80-х до нынешнего времени про кланы? Спасибо. Ого, там сколько всего намешано. Потужно? Ну, вообще потужно. Ну, во-первых, такой вот огромный уровень обобщения. Ну, конечно же, нынешняя украинская трагедия – это результат политики конца 80-х, начала 90-х. Конечно. Ну, то есть, это даже бессмысленно с этим спорить. Я сам это все время утверждаю. Да? Но в начале нулевых это стал результат бездеятельности политики России, которая уже потихоньку восстановила свою государственность. Ну, и то только начала восстанавливать. Россия находится в процессе восстановления государственности. И, конечно же, вот этот конфликт, эта война, и не только это, и война с Грузией, и война в Приднестровье, она в чем заключалась? Она заключалась в том, что у нас должна быть идеология такая. Государство нужно разрушить, оно нам не нужно. Придет невидимая рука рынка и консультанты. И они нам расскажут, как надо все правильно построить. Танки в утиль, слушайте, это в России резали в Северодвинске по наблюдениям натовских офицеров подводные лодки. Извините, конечно, это проходило. И потом, вывод войск, который был из ГДР. Вот я же жил в конце 80-х во Львове, в школе учился. И в русской школе через нашу школу проходило такое количество детей советских военнослужащих, и всех выводили. У меня одноклассники менялись там полкласса за год. Кто-то в Венгрии, кто-то... И все ехали, их выгоняли. Ну, понимаете, людей выгнали. То есть, их прям все, валите отсюда. Их никто не принимал. Они призвались откуда-то-нибудь там из Ульяновска, я помню, у меня там кореша были, из Волгограда, а их вывели куда-то в чистую степь, там, в горы, в Ивано-Франковскую область. Ну, конечно же, это была общая трагедия. Но, подчеркиваю, что очень важно. Со второй половины нулевых годов на постсоветском пространстве начались новые движения в пользу углубления союзной интеграции. И тогда из этих осколков начало собираться что-то жизнеподобное. Началось первая ласточка, это было союзное государство России и Беларуси, потом таможенный союз и ОДКБ. И, конечно же, если бы Украина, а это была моя позиция, из-за которой у меня даже там проблемы были как у политконсультанта. Вот, я там в свое время кандидатам говорил, что нужно не только ставить вопрос о таможенном союзе, но еще и обязательной интеграции в ОДКБ. И действительно, если бы даже вот эта Украина в состоянии полуразрушенной государственности, олигархата, всех этих проблем находилась в военно-политическом союзе с Россией, как Казахстан, то, конечно же, Россия бы отреагировала еще на первый кризис 2004 года, так же, как это было отреагировано в Казахстане в феврале 2022 года. Просто Майдан разогнали бы одновременно российские, белорусские, казахские и другие правоохранители. Вот, на полгодика взяли бы под контроль основные ключевые позиции. Но для этого нужно, чтобы Украина шла в те годы по пути именно союза с Россией. А союзные формы были, я напоминаю, самый глубокий. Никто не мешал. Кстати, социология начала 2000-х показывала наибольшую поддержку
того, чтобы Украина вступила в союз именно с Россией и Белоруссией. Но никто так вопрос не ставил. Дальше военный союз, ключевой, ОДКБ. Ради этого вообще-то по большому все было нужно. И как мы видели, только благодаря ОДКБ Казахстан устоял в 22 году. Но не только. 2 раза ОДКБ помогала, когда были бунты в Киргизии. Очень серьезные. Там тоже чуть дело не дошло до драчки, потому что там есть свое противостояние. Не Запад-Восток, а Север-Юг. Вот. И тоже кланы, которые между собой борются. И одного президента вывезли в Москву, второго президента вывезли в Минск. И таким образом как-то все нормализовали. Ну да, Поэтому никто не спорит в тех системных проблемах и изъянах, которые есть в российской экономической и политической системе. Но вот фамилии, которые перечислены были, там же тоже разные судьбы. Где Чубайс? Чубайс это все хорошо ушел. у Чубайса. Нет, лично у него все хорошо. Да. Но влиянием он не обладает. Авторитет он утратил. Во власть он никогда не вернется. Извините меня. Для человека такого уровня эта пенсия очень непочетная. Потому что, Да, ну извини меня, ты рулил, а Семен теперь никто. Сергеевич, знаю, что у нас мало времени, и как бы у вас планы еще на этот вечер, поэтому предлагаю ускориться. Очень коротко, но это важно, я считаю. Вот я прям считаю, что это важно. Значит, вот Дима пишет. Здравствуйте, Александр. Долго вам не писал, потому что не мог придумать достойный вопрос, да и сегодня не придумал. У меня будет просьба к Семену. Я познакомился с его творчеством благодаря Дмитрию Юрьевичу, смотрел ваши разговоры со Стасом, теперь смотрю ваше трио на ЧП. Хочу сказать спасибо за этот труд и передаю вам привет из Днепропетровска. И прошу передать его всем этим людям. Постскриптум. Спасибо за такую возможность. И обычно смотрю в шуме Днепропетровск. Всегда. Дмитрий, привет Днепропетровску, город, где я жил, работал, Комсомольский остров. Так, по-моему, уже он называется. Одно из прекраснейших мест вообще, где я бывал. Ну и парк, который как раз возле Дома пионеров же, да, он как раз спускает Потемкинский. Боюсь соврать. Даже газету мы издавали в свое время «Наша земля» с официальным тиражом 1 000 000 экземпляров, которая распространялась в Днепропетровской области. Поэтому держитесь, товарищи, там. Вам главное пропетлять и не попасть в руки людоедов. Так что берегите себя. В чате тут свои, как бы такие истории обсуждения и Шелеста, и всех на свете. Друзья, на чат времени не остается. Давайте вот питання українською звучить до вас. Якщо домовляться, хто забезпечить, щоб ЗСУ зупинили вогонь? Семен. Ну хто? Потрібен новий Богдан Хмельницький, авторитетна людина, безумовно, яку розуміють на Сході і яку не підозрюють в черговій зраді. Ось і все. Тому що вже у Юрася Хмельницького були проблеми. Ну, я нагадую. Позиция и авторитет Богдана и Юрася. Да, друзья, всем большое спасибо. Поставьте, пожалуйста, лайк, напишите, что думаете в комментариях к этому видео. Семен Сергеевич, благодарю за время и мысли. Спасибо. Берегите себя. Мое традиционное добра и света. Увидимся.